Здравствуйте! Не так давно столкнулся с такой проблемой. Ну как проблемой? Задачей. Для маленького проекта было необходимо распустить доску на мелкие плашки толщиной примерно 5 мм и при этом сохранить работоспособные руки. Обычный толкатель, который шел в комплекте, мне в этом оказался не помощник. А делать эти операции без каких-либо приспособлений было очень опасно. Я решил сделать толкатель самостоятельно. Он будет похож на П-образную каретку, которая будет ездить как салазка по направляющей циркулярной пилы. Над выбором материала долго не думал, взял фанеру. Она у меня разного размера, разной толщины. Обрезков скопилось уже достаточное количество. Основной толкатель я решил делать толщиной 6 мм, чтобы пропускать как раз 6-миллиметровые плашки. В принципе, если будет необходимость пропускать плашки потоньше, то они всегда могут подровняться самостоятельно на циркулярной пиле. Это как раз тот размер, который мне понадобится больше всего. Мой рейсмус как раз берет минимум 3 мм, раз по миллиметру уйдет на выравнивание. Конструкция толкателя очень простая. Делаю разметку и приступаю к напиливанию деталей. Не нарадуюсь своей торцовочной пиле с протяжкой. Теперь совершенно не для всех случаев нужно доставать свою торцовочную каретку. Толщина направляющей циркулярной пилы у меня 30 мм, а самый толстый кусок фанеры у меня 25 мм. Я решаю приклеить 6-миллиметровый кусочек, чтобы как раз миллиметр оставался для технического люфта. Сажаю на обычный клей ПВА, стягиваю струбцинами и заранее знаю, что долго их держать не буду. Минут 15-20 вполне достаточно, чтобы дальше уже работать с этим отрезком фанеры. Пока клеится фанера, достал приготовленные заранее болты. Взял для этих целей мебельный болт под 10 мм диаметром, в длину 6 см. Диаметр, конечно, для этого проекта толстоват, но все было обусловлено доступными мне фрезами. У меня для этих задач самая маленькая 12 мм в диаметре. Фрезером мне нужно будет профрезеровать две направляющие полоски, чтобы можно было толкатель поднимать и опускать и фиксировать это все болтами с барашками, тем самым подгоняя под нужную толщину заготовки. Ставлю импровизированную направляющую и фрезерую два паза. Для этой задачи, конечно, мой фрезер слишком тяжелый и слишком мощный. Все никак не дождусь поставить его в стол во фрезерный, но никак до этого проекта все руки не дают. Сейчас не могу никак подобрать пластину для крепления фрезера в стол. Может быть, кто-то из подписчиков поможет с выбором, подскажет направление. Пока делал пазы фрезером, как раз высохла фанера, и с ней можно дальше работать. Далее на циркулярной каретке мне нужно сделать, чтобы все детали были одинаковой длины. Кстати, на днях появилось жгучее желание сделать новую каретку легче и более функциональную. А самое главное, чтобы была безопасней. Благо, зажимы уже давно пришли, осталось их только пустить в дело. Еще хотел сказать, вы, наверное, заметили, что картинку и видео немного поменялось в этот раз. Дело в том, что моя основная камера сейчас находится на ТО, проводит плановую чистку, и мне ничего другого не остается, как снимать ролики на телефон. И так как я на телефон снимаю очень редко, по ошибке весь этот проект снял в очень низком разрешении. В будущем, конечно, постараюсь так сильно не косячить, и еще больше надеюсь, что качество видео не повлияет на восприятие информации. Тем более, что я начал использовать профессиональный микрофон, я думаю, это вы тоже оценили. Звук в моем видео сейчас стал немножечко лучше. Подровняв заготовки со всех сторон, получив нужные мне размеры, ставлю направляющую на циркулярную пилу и делаю контрольную примерку перед склейкой. Также на ПВА приклеиваю заднюю упорную планку. Зажимаю струбцины покрепче, чтобы, не дожидаясь того, как клей полностью высохнет, просверлить там отверстие.
делаю отметку ровно на середине и сверлом Форстнера на 22 мм сверлю отверстие под ручку. Долго не думал, из чего сделать ручку, так как у меня куча обрезков от проекта Pegboard, сделал из черенка лопаты. Диаметр сверла и диаметр черенка очень хорошо друг к другу подошли. Ручку было достаточно закруглить на моем импровизированном шлифовальном станке. Обороты на болгарке слишком высокие для этих задач, поэтому нужно делать быстро, аккуратно. Ручка достаточно плотно сидит, так что клея ПВА будет вполне достаточно. Осталось просверлить два отверстия и собрать уже конструкцию воедино. Убираю остатки клея и делаю разметку под сверление. Так как болты у меня мебельные, сверлить буду сначала сверлом Форстнера, также на 22 мм, тоже идеально подошло к диаметру шляпок мебельных болтов. Так что просверливаю примерно глубину 5 мм под шляпки, а потом уже сверлом десяткой просверливаю до конца. На толкателе с помощью циркулярки делаю выступ. Конечно, это лучше сделать, например, лобзиком, но я сейчас меняю один лобзик на другой, и пока мне ни один недоступен. Далее тщательно перед сборкой шлифую все детали. А теперь собираю всю конструкцию в одно целое. Мебельные болты, они с небольшой выемкой под шляпкой, так что их так и так придется забивать молотком. На производство этого толкателя у меня ушло примерно 1,5 часа вместе со съемкой. Да, это можно сделать немного, наверное, быстрее и точно поаккуратнее, чем я, но толкатель мне понадобился, как всегда, срочно, и пришлось его сделать максимально быстро. И я вам скажу, что конструкция действительно удобная. Сначала было немного непривычно, но распилив пару ламелей, я понял, что конструкция удалась и действительно будет удобно пользоваться. А что самое главное, безопасно. Так что тоже вам всем рекомендую сделать такой толкатель. И если информация в ролике была полезна, то поставьте лайк, при желании подпишитесь на канал. Стараюсь выпускать видео 2 раза в неделю, так что будут еще интересные проекты, новые приспособления, новое оборудование, обо всем буду рассказывать. Так что всем пока!